Минимализм, антипотребление, осознанное потребление, ограниченное потребление, simple living – это все термины, по сути, обозначающие одно и то же явление. Или образ жизни, при котором ты живешь, стараясь отказаться от всего, от чего только можно отказаться, чтобы быть свободнее и счастливее. Звучит как-то странненько, да? Вроде же вещи нужны как раз для того, чтобы быть счастливым. Они радуют тебя, дарят эмоции, делают твою жизнь комфортнее. Да? Или нет? Свобода знания Кубеск Номад. Я Артем Галухин, и сегодня мы будем разбирать минимализм. В путь? Пока не разогнались, обязательно бахни лайкулю, чтобы поддержать наш канал и выход замечательного контента, особенно пока у нас не так много подписчиков. Мы каждого любим, тебя любим. Поставь лайк. Итак, минимализм. Зачем же вообще можно ограничивать себя в вещах? Кто-то это делает во имя великой цели. Например, спасение окружающей среды за счет разумного потребления – это хорошая такая высшая цель. Кто-то делает просто ради борьбы всего хорошего со всем плохим, типа потреблять плохо, не потреблять хорошо. Кто-то видит просто свободу в ограничении количества вещей. Меньше вещей, меньше тратишь время на них. Некоторые, такие как я, например, цифровые кочевники, диджитал-номады, вынуждены просто ограничивать количество своих вещей, потому что если ты переезжаешь особенно с места на место, особенно если часто переезжаешь, ты не можешь много с собой носить. Для кого-то это замечательный способ избавиться, например, от кредитов, потому что так часто хочется что-то купить, денег нет, занимаешься с кредитки и влезаешь в вечную какую-то кабалу с кредитами. А есть такие ребята, и сейчас это движение как-то набирает обороты, которые грозятся выйти на пенсию в 30, в 35 лет кто-то пытается, и в 25 даже. Суть там в том, чтобы максимально себя во всем ограничить и унести все это, вложить куда-то, инвестировать, чтобы выйти на пенсию в 35 и жить на доход с инвестиций. Но об этом движении чуть позже более подробно и еще более подробно о том, почему я считаю, что это какая-то такая с душком довольно инфо-цыганская движуха. И я уже прям чувствую возможную ухмылку на твоем лице, потому что я тут весь обложенный какими-то гаджетами, буду рассказывать про минимализм, как замечательно от всего отказываться, как терпеть тяготы и лишения ради свободной жизни. Но тут все не так однозначно. И в течение ролика разберемся почему, поэтому досмотри до конца. Может, слышал, есть такая книжка Робина Шармы «Монах, который продал свой Феррари». Это первое, наверное, такое произведение, в котором я услышал вот эту идею о том, что деньги не главное, что надо от всего отказаться, и тогда ты станешь счастливым. Я ее слушал много аудиокниг в году аж в 2015, наверное, потому что увлекался бизнесом и поглощал всю вот эту инфо-цыганскую литературу как бы одну за другой, ну и не только, справедливости ради, нормальную тоже. Согласись, у книги даже название с душком. Ну, кстати, и содержание тоже. Ведь как так? Человек взял, бросил все, особняк, Феррари в 53 года, уехал в вонючую грязную Индию, стал там йогом. На самом деле, не знаю даже теоретически, что может быть такого замечательного в этом решении, что это, сила воли или выдержка. Не знаю, в общем. Самое это забавное, что книгу писал мотивационный коуч, сейчас это называют инфо-цыганами, который в 25 лет бросил карьеру в юриспруденции. Не знаю, каких он высот там успел добиться, учитывая, что он еще институт должен был закончить. Но сам он сильно детально не раскрывает, как бы высоты были, в 25 бросил, в 29 написал книгу, ну и, собственно, вряд ли у него были все те блага, которые были у лирического героя произведения. Тем не менее, он до сих пор учит людей, как отказываться от богатой жизни и жить скромно. А вместе с ним это делают еще и десятки и сотни супер-мега-коучей, просветленных ребяточек в инстаграмах, на всяких ретритах. Только знай, плати денежки. Я же в те годы, когда эту книжку, собственно, слушал, начинал интересоваться активно бизнесом, у меня еще мои влажные мечты про Lamborghini как бы было очень рано бросать совсем в зачатке, и не очень хотелось с голоду, наверное, умереть, как бы, не зарабатывая денег, поэтому я ее даже дослушать не смог до конца, потому что мне казалось, что это какая-то ерунда. Наверное, просто слишком бездуховный. Вообще, если из книги выкинуть все лишнее, то, по сути, там остается несколько идей стоицизма, немножко минимализма, и все это приправлено какими-то волшебными ритуалами. И всякое вот это тупое дерьмо. И всякую тупую фигню, типа, ты должен просыпаться там в столько-то, сколько-то ты в день должен читать. Это как-нибудь мы будем разбирать в других видео, поэтому не забудь подписаться. А вот идея довольствоваться малым, она в целом-то довольно здравая. И что мне в ней нравится конкретно, вот в теме минимализма, это в том, что он замечательно вписывается в довольно разные сферы вообще жизни. Ключевое в этой концепции фокусировка на важном и отказ от всего ненужного. Потому что это самое ненужное, по сути, засоряет твою жизнь и забирает твои
любви. Деньги, время, силы. Даже в математике или логике есть такой термин «необходимо и достаточно». То есть он подразумевает, что это все необходимые условия для того, чтобы, например, доказать какую-то теорему, но и достаточные. То есть сверх этого ничего находить и не надо. То есть такая достаточность самого в себе. И мне нравится эту концепцию математическую понимать как концентрированное такое определение минимализма. Логично, что для минимализма и в повседневной жизни тоже нашлось применение. С ним, во-первых, ты убираешь стресс, который всегда возникает, когда ты обладаешь какими-то вещами. Тебе нужно заниматься их покупкой, продажей, выбором, ремонтом, заменой, не знаю, обслуживанием. Если вдруг у тебя есть машина или дом, то ты прекрасно меня понимаешь. А любая маленькая вещь, та же техника, она как бы в миниатюре, но тоже требует для себя всего этого. Живя в концепции минимализма, ты фокусируешься на важном и не распыляешь свое внимание на ненужное. Вспомни себя, когда ты занимался чем-то полезным, продуктивным, а и внезапно оказывался на каком-нибудь Алике или на Озоне, выбирая очередной мусор, который закажешь, он придет и будет лежать в шкафу где-то. Ты не тратишь бабки в пустоту, что очень важно, потому что ты их можешь сэкономить и вложить во что-то действительно для себя полезное. Но что самое тут главное, если ты прям полностью следуешь вот этой концепции, то ты можешь радоваться ровно тому, что у тебя есть. И перестаешь гоняться за бесконечными вот этими вещами, купить что-то новое. Ну, по сути же, те же кроссовочки или какая-нибудь новая, не знаю, шмотка, да даже телефон. Ну, насколько долго он тебя вот прям так радует. Чаще бывает, что как только ты купил что-то, тебе кажется, что ты это неправильно выбрал, что вообще пора бы уже поменять на новое. В общем, быстро проходит вся эта радость. И иногда не стоит тех денег, которые за нее просят. Громче всего о минимализме именно как об антипотреблении заявили в свое время в США. Что в целом неудивительно, потому что у них все общество выстроено на вот этом культе потребления. Даже само понятие «американская мечта» — это, по сути, шаблон того, что нужно обязательно купить, начиная там с дома каких-то машин для каждого члена семьи и заканчивая всем, что тебе в телевизоре покажут. И вот когда жирные времена бумеров ушли в прошлое, когда денег всем на все хватало, и пришло вот это нынешнее поколение, где уже появилась конкуренция, очень много товаров, и денег людям стало не хватать, они реально настолько затоваривали себя вещами, что в кредитах уходили, банкротились. Как здоровая альтернатива этому появилась вот такая концепция. Мне особенно приколола в теме американского вот этого антипотребления тема с тайни-хаусами. Я ее вот недавно совсем упоминал в видосе про необычные образы жизни, но в целом, если вдруг не слышал, я рекомендую погуглить, полазать, посмотреть, как из говна и палок можно буквально построить себе прикольный дом, пусть и маленький, и в нем жить вообще с комфортом и с роскошью, и путешествовать еще при этом. Очень прикольно, очень вдохновляет, особенно если любишь дизайн и оптимизацию пространства. Минимализм можно рассматривать и как своеобразную романтизацию бедности, но если разобраться поглубже, то это скорее история про то, чтобы не стать рабом вещей и не отдавать деньги, которые ты кровью, потом, собственным временем зарабатываешь, на какие-то вещи, которых 80% цены — это, по сути, реклама, то есть способ тебе их продать подороже. Вообще, думаю, ты и так в курсе про то, как современная реклама засирает мозг и как она нас заставляет покупать всякие странные вещи, которые не то чтобы мы вроде сильно и хотели. Но если вдруг интересная тема про рекламу, welcome в комменты, активность, и снимем и про нее тоже. Наверное, ты уже не просто ухмыляешься, а готов отправить меня в жепу, потому что я тут обложился барахлом и сижу все-таки рассказываю про этот минимализм. Но не все же тут так однозначно, да? Да. Сам по себе минимализм, он не предполагает, что ты избавишься вообще от всего. Что прям никаких вещей у тебя не будет. Будет миска, там ложка, и миска это желательно будет как вьетнамская шапка, которую одновременно можно и от солнца тоже носить на голове. Нет, ты покупаешь то, что тебе нужно. Не обязательно далеко самое дешевое, но задумываешься каждый раз, когда покупаешь. Я вот очень пытаюсь практиковать минимализм, и в большом смысле у меня это получается сейчас, особенно учитывая такой мобильный образ жизни. Некоторые вещи я очень хотел купить, но не купил. Просто потому что подумал трижды о том, нужны они мне или нет. А некоторые вещи, как, например, вот эту штуковину, которую я как купил, пользовался 2 раза, я думаю даже продать. Потому что, по сути, она просто стоит каким-то непонятным декором и собирает пыль. Вот это и есть как бы практическое применение концепции минимализма. И никогда не поздно начать его практиковать. Итак, с самим минимализмом разобрались, но давай теперь копнем чуть глубже и к современным трендам. Уйти на пенсию в 35 лет. Я бы назвал это преждевременная пенсия, но обо всем по порядку. Если вдруг ты не читал всякие разные книжки там про финансовое планирование, которых очень много из Америки к нам пришло, то там в принципе есть такая концепция о том, что ты однажды должен будешь выйти на пенсию, когда не сможешь зарабатывать, поэтому желательно к этой пенсии приготовить финансовую подушку. Вся концепция строится на 3 вещах. Первое, что лучше отказывать себе
себе в том, что тебе реально не нужно, чтобы сэкономить деньги. Вторая, инвестиции, это здорово, замечательно, они всегда растут, и твои деньги бесконечно будут прибавляться. И третье, это сложные проценты, то есть надо супер волшебным образом считать проценты, чтобы понимать, что они там друг друга начинают перемножать, и твои 10 тысяч сегодня превратятся в 3 миллиона долларов к твоей старости. Но в этих книгах старомодных как раз таки вели к тому, что на пенсию ты будешь выходить в свои 65-70 лет, как бы с 30 начнешь откладывать, и типа за 30 лет накопишь свою подушку. Сейчас же вот это движение радикальных минималистов хотят выйти на пенсию в 35 лет. То есть, с одной стороны, представь себе, да, тебе 35, ну вот мне сейчас 35, а я бах, и могу больше уже не работать. Замечательно, замечательно. Ты уже полез открывать Excel, считать, сколько тебе надо денег, чтобы выйти на пенсию. Нет, я тоже не открыл, вообще, да, я сижу видео снимаю, мне сложно его открыть. И не будем даже разбирать тему, насколько инвестиции сами по себе вообще надежные, как они там всегда стабильно примножают тебе деньги. Это тема для какого-то отдельного видео, я собираю на него материал, я обязательно его сниму, поэтому подпишись, чтобы не пропустить. И даже опустим тот факт, что сама по себе вот эта концепция выйти на пенсию в 35, она звучит как такая мечта для простых работяг. Типа для тех, кто вкалывает на заводе и прям ждет не дождется, когда он однажды выйдет на пенсию. Или как вояки многие идут, когда служить, они просто знают, что у них раньше будет пенсия, и поэтому они хотят, собственно, служить, чтобы просто раньше типа отстреляться и быть свободным. Но по факту, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, для меня это страшный кошмар, наверное, какой-то, в котором я бы ничего не делал целыми днями, начиная с прямо сейчас. У меня есть такое ощущение, что любой адекватный, в смысле такой человек, который способен себе теоретически к 35 годам заработать на пенсию, он просто от скуки взвоет в эти самые 35 лет, если реально выйдет на пенсию. По сути же, конкуренция, вот эта воля к борьбе, воля к жизни, желание каких-то свершений, они дают тебе вот эту энергию жить. И есть исследования всякие разные, по которым люди, когда у них есть цель, они сильно дольше живут, чем те люди, у которых цели нет. И как бы пенсия — это скорее какой-то путь, чем цель, наверное, потому что в конце пенсии там тебя ждет обычно? А если же как контраргумент привести, например, тему, что, это же пенсия только формально, на самом деле ты можешь и работать как бы в это время. А тогда вопрос, а что тебе мешает просто работать? Зачем себе вообще во всем отказывать прямо сейчас, если, ты типа так же продолжишь работать? Так и замечательно сейчас работай, трать, работай, дотрать. К пенсии просто немножко откладывай потихоньку и однажды себе устроишь пенсию. Короче, для меня это выглядит как странная концепция. Знаешь, бывают религии, где тебе обещают следующую замечательную жизнь, типа в этой тебе надо потерпеть, а потом будет следующее, вот там ты типа поживешь. И у меня всегда возникает вопрос, типа, а если ты эту слить готов, то зачем тебе как бы следующая? Или зачем ждать следующую, если у тебя вот она, это уже есть, и она прямо сейчас? Допустим, рассуждение о следующей жизни, ты же, наверное, тоже, да, не веришь в то, что она есть. А что касается пенсии, тут резюмируя, все мы там будем, и зачем на нее спешить, я вот действительно не очень понимаю. Никто не знает, сколько ему предначертано, там, сколько он проживет буквально годов. И если ты в моменте себе во всем отказываешь, то никто тебе не дает гарантии того, что у тебя когда-то будет второй шанс что-то попробовать, что-то сделать. И мне кажется, самое глупое вообще, что можно придумать в этой жизни, это взять и в своем молодом возрасте, когда у тебя есть энергия, у тебя, может быть, не хватает денег, но тебе их и не надо. Ты как бы и так довольный и счастливый можешь прожигать молодость, веселиться и резвиться. И самое плохое, что ты можешь сделать, это слить, этот возраст просто в трубу, в какое-то достигаторство. Просто ради того, чтобы в 35 стать пенсионером. Ведь гораздо же круче выстроить жизнь так, чтобы всему в ней было свое время. И в молодости повеселиться, в зрелом возрасте стать там более серьезным, я не знаю, выстроить какое-то свое дело, реализовать себя в чем-то. И вот там где-нибудь к пенсии откладывать себе денежку, чтобы попутешествовать, почилить, там поваляться на пляжах. На чили. Самое главное, что при таком формате жизни тебе не надо во всем себе отказывать. Ты живешь размеренно, как бы, допустим, используешь разумный минимализм как способ ограничить траты, чтобы откладывать как раз-таки на нормальную какую-то старую пенсию, и не несешь деньги каким-то аферюгам-инфо-цыганам, а-ля вот эти Лерчик с мужем, которых недавно я тут наткнулся в связи с тем, что их повязали за неуплату налогов. Это нормально. Где они на голубом глазу своим подписчикам говорят, что ты должен отказаться от жвачки утренней, от кофе, от подарков близким и нести все деньги им, чтобы они тебя научили, как заработать столько много денег, как у них, и купить Lamborghini.
Если подводить итоги, концепция минимализма как разумного потребления, противовес вот этому безграничному потреблению, выглядит довольно интересно, разумно и даже стилево. И уж точно заслуживает, чтобы ее попробовать. Что касается книги про монаха и Феррари, тут единственный вывод, который я могу сделать, это что легко врать, насколько ты легко бросил богатый образ жизни, когда ты им, собственно, и не жил. А еще легче продавать на этом потом курсы, зарабатывать кучу денег и тратить их, наверное, втихушку на Феррари и на всякие особняки. А если же переложить вот эти концепции минимализма и разумного потребления на наши СНГшные реалии, то в России, например, был опрос, по которому большинство людей считают, что показатель среднего класса – это возможность купить вторую пару обуви. Вот о каком вроде бы разумном потреблении здесь может идти речь. Но на самом деле и тут я готов поспорить, потому что очень принято у нас жить вот прям на грани, когда ты на всю котлету последних денег покупаешь себе машину в вечный кредит, ипотеку на квартиру, когда можно бы вроде взять поменьше, но берешь прям вот под отрез зарплаты, чтобы ни на что больше денег не осталось. А потом еще сверху на это набираешь кредитов. И как бы вроде бы в каждом из этих моментов можно где-то себе в чем-то отказать, сжаться, урезать, потратить поменьше, и все-таки жить будет легче. Конечно, это не касается тех, у кого зарплата реально совсем там где-то за прожиточным минимумом, за чертой бедности. Но как бы есть люди средний класс, и они тоже любят тратить много, и им тоже было бы полезно иногда в чем себя ограничить. И я сам, когда и прямо сейчас, записывая этот ролик, я все еще сам прохожу путь становления минималистом, потому что я тоже люблю потратить деньги неизвестно куда, не досчитаться потом всей зарплаты, независимо от того, какая она будет. И тоже хочу их откладывать, и хочу себе получить хоть какую-то пенсию, уж не в 35 лет, но хотя бы в 70. А для этого надо все-таки что-то откладывать, потому что больше надеяться не на что в этом мире. А как ты думаешь, делают ли нас вещи своими рабами, или может они делают нас счастливыми? Во сколько лет лучше выйти на пенсию? 25, в 35? Может родиться пенсионером? Это вообще замечательный выход. Буду рад обсудить все это с тобой в комментариях. Как обычно, лайк, если нравится видео и хочется поддержать канал и наши начинания. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новую порцию интересных историй. И на сегодня у меня для тебя все. С тобой был Артем Галухин. Свобода знания Кубеск. Пока.